Разум хищника изощрен, противоречив, замкнут и переполнен страхом, что в любую минуту его могут раскрыть. Чтобы починить, хищники дали нам свой разум, ставший нашим разумом. Лобные области, а с мужиками женщины поделились. Мы там генетически обмениваемся вынуждены. Взаимодействие женщин между собой. Уже, наверное, не секрет, что женщины охотно делятся информацией между собой, даже очень интимной. Делясь уязвимыми местами и особенностями мужчины, предоставляя нужную информацию. Однако иногда можно натолкнуться на еще не столь широко известную особенность женщины. Взаимодействие на социальном и полевом уровне, наличие полей, чувствительность к ним и влияние на них. Чем больше мы узнаем, тем больше объясняется. Уже известно явление магниторецепции, рецепторы, отвечающие за это чувство, найдены у некоторых видов. Чувств заметно больше пресловутых 5. И кто знает, что еще мы не знаем о женщине и мужчинах. Статья, опубликованная в журнале MIT Technology Review, показывает, что группа, состоящая из отдельных единиц термитов, может вести себя как координируемое сообщество, несмотря на то, что отдельный термит не обладает необходимой коммуникацией с другими особями. Сообщество термитов формирует единое поле, которое, видимо, и составляет коллективный разум улья. Можно ли сравнивать различные виды? Конечно. Множество экспериментов проводится над другими видами, а их результаты экстраполируются на людей и женщин. Однако здесь речь про принципиальную возможность коллективного разума. А отдельные особи, действующие как часть улья с его мышлением, не обязательно это осознавать. Вроде термиту не обязательно знакомиться со всем ульем, чтобы действовать как его часть. Но так ли устроена женщина? Утверждать, наверное, нельзя. Мы пока лишь наблюдаем весьма координируемое на инстинктивном уровне сообщество. Сообщество, которое может составлять социальную опасность для мужчин. Но вернемся к взаимодействию. Порой можно заметить, что женщина знает о вас или вашем приятеле то, что знать не могла. То, чем вы не делились даже с друзьями. Что-то из его столь далекого прошлого, что о нем и не вспоминали. Как? Откуда? Возможно, женская общность и взаимодействие формирует единую систему с единой сетью. Полевыми или социальными связями не столь важно. Сеть обмена информацией и влияния. Различные способы общения уже открыты. Пчелы могут передавать информацию танцами и запахами. Муравейник способен на большие математические вычисления и даже на константы, чем отдельный муравей. Феромоны, выделяемые женщиной, способны вызывать желание к ней или агрессию. Вероятно, в зависимости от ее желания, сучка не захочет, кабель не вскочит. Взаимодействие и общность интересов позволяет буквально контролировать вид, адаптируя методы, влияя непосредственно и принуждая принимать нужные решения и совершать нужные действия. Порой жест, мимика или слово буквально толкает мужчину на нужный женщине поступок и подавляя угрозы, наверное, на каждом этапе развития мужчины. Добавьте к этому осведомленность и обмен информацией между собой, вы получите манипулятора, которому безопасно противостоять практически невозможно. Манипулятор, который действует скрытно и как единый организм, имея доступ к воспитанию, способен формировать нужные ему потребности, выстраивать якоря и уязвимости для последующего управления. Используя воспитание, СМИ, фильмы, истории и даже песни, которые могут поддерживать женщину и подавлять мужчину, воздействуя и манипулируя для формирования нужных ей для управления шаблонов и подавления мешающих управлению, подавляя угрозы, контролируя обучение и ключевые точки общества, влиять даже на осведомленность и препятствовать угрозам для себя.